Упадок интеллектуальной и культурной жизни нашей эпохи напрямую связан с нашей зависимостью от развлечений. В этом выпуске мы обратимся к книге под названием «Развлекаясь до смерти», опубликованной Нилом Постманом в 1985 году. В этой работе Постман объясняет, как телевидение напрямую способствовало интеллектуальному упадку общества. По мнению Постмана, телевидение превратило все культурные сферы общества в поверхностный и развлекательный опыт. Он пишет, что наша политика, наша религия, наши новости, спорт, образование и коммерция были преобразованы в приятные аксессуары шоу-бизнеса, в значительной степени без протеста и даже без особого внимания со стороны общественности. Результат заключается в том, что мы– народ, находящийся на грани того, чтобы развлекаться до смерти. Постман утверждает, что технологии всегда влекут за собой изменения в обществе, и наивно полагать, будто они оказывают исключительно положительное влияние. Он объясняет, что игнорировать тот факт, что каждая технология сопровождается программой социальных изменений, значит утверждать, что технология нейтральна, что она всегда является союзником культуры. По его мнению, на этом этапе подобное мышление становится чистой и простой глупостью. Эта ошибочная точка зрения мешает обществу осознать влияние телевидения на то, как оно мыслит и взаимодействует с миром, а также на то, как мы понимаем реальность. По Посману наше понимание реальности в значительной степени зависит от средств коммуникации, используемых в культуре. Он объясняет, мы не видим природу, интеллект, человеческую мотивацию или идеологию такими, какие они есть. Мы видим их лишь так, как наш язык и наши медиа позволяют нам их видеть. Наши медиа– это наши метафоры, а метафоры формируют содержание нашей культуры. Именно поэтому, по его мнению, лучший способ понять культуру– обратить внимание на способы, с помощью которых она общается. В ту эпоху телевидение было главным средством коммуникации. Он описывает телевидение как центр управления новой эпистемологией. Говоря о телевидении, он объясняет, не существует аудитории настолько молодой, чтобы она была исключена из его влияния. Не существует такой крайней бедности, при которой от него можно было бы отказаться. Не существует такого уровня образования, который не подвергался бы его воздействию. И, что важнее всего, не существует темы общественного интереса, которая не проходила бы через телевидение. Это означает, что любое общественное понимание этих тем формируется под влиянием телевизионных искажений. Благодаря своей универсальной доступности телевидение становится основным средством, посредством которого общество получает и интерпретирует информацию. В мире, где эпистемология традиционно опиралась на книги и устную коммуникацию, телевидение превращает обучение в упрощенный визуальный опыт, ориентированный на развлечения. Постман подчеркивает, что одно из главных ограничений телевидения– его неспособность стимулировать глубокое мышление. В отличие от печатного слова, которое требует интеллектуального усилия, чтение предполагает серьезную умственную настройку. Это нелегко, потому что читатель остается наедине с текстом. Во время чтения наши реакции изолированы. Наш интеллект вынужден опираться на собственные ресурсы. Столкновение с холодными абстракциями напечатанных фраз– это встреча с языком в его обнаженном виде, без помощи красоты или сообщества. Таким образом, чтение по своей природе является серьезной деятельностью и, разумеется, в своей основе рациональной. Для Постмана интеллект заключается в способности мыслить абстрактно, манипулировать концепциями без необходимости визуального представления. Он объясняет, что в культуре печатного слова о людях, которых считают не слишком умными, часто говорят, что им нужно рисовать картинки, чтобы они поняли. Интеллект предполагает способность свободно перемещаться в мире концепций и обобщений без образов. Чтение способствует развитию аналитического и критического мышления, того, чего телевидение не позволяет. В культуре, ориентированной на образ, информация часто подается фрагментарно и упрощенно, что препятствует глубокой рефлексии. Постман объясняет, что взаимодействие с письменным словом означает следование линии рассуждений, что требует значительных способностей к классификации, выводу и логическому мышлению. Это означает разоблачение лжи, путаницы и злоупотребление обобщениями, а также выявление логических ошибок и нарушений здравого смысла. Это также означает взвешивание идей, сравнение утверждений и связывание одних обобщений с другими.
Телевидение же часто подает информацию несвязно, что делает его враждебным логическому и рациональному мышлению. Он объясняет, что телевизионный способ познания решительно враждебен типографии. Это способ познания, который поощряет несогласованность и тривиальность. Говорить о серьезном телевидении– это противоречие в терминах. Телевидение говорит лишь одним настойчивым голосом– голосом развлечения. Постман добавляет, что телевидение, будучи далеко не просто развлечением, превращает любую тему в форму зрелища. Проблема не в том, что телевидение представляет нам развлекательные темы, а в том, что все темы подаются как развлечения. Это превращение информации в развлечение упрощает сложность вопросов и ослабляет способность публики понимать серьезные проблемы. Он иллюстрирует эту трансформацию, указывая на важный культурный сдвиг. До эпохи телевидения люди скорее запоминали публичных деятелей по их идеям и словам. В культуре печатного слова публичные фигуры были известны прежде всего по своим речам и текстам, а не по внешности. Он объясняет, что до появления телевидения большинство первых 15 президентов США, вероятно, не были бы узнаны обычным гражданином на улице. Он добавляет, подумайте о Ричарде Никсоне, Джимми Картере, Билли Грэме или даже Альберте Эйнштейне. И в голову прежде всего придет образ, лицо, а не слова. Окончательным следствием культуры, ориентированной на образ, по мнению Постмана, становится упадок интеллектуальной культуры и риск исчезновения любой осмысленной формы культуры. Он объясняет, когда население отвлечено пустяками, когда культурная жизнь переопределяется как непрерывная череда развлечений, когда серьезный общественный разговор превращается в инфантильный язык, когда в конечном счете народ становится публикой, а общественные дела превращаются в водевильное шоу, тогда нация оказывается в опасности. Смерть культуры становится вполне реальной возможностью. Кроме того, по Постману доминирование развлечений влияет и на социальные взаимодействия. Он объясняет, что американцы больше не разговаривают друг с другом. Они развлекаются. Они не обмениваются идеями, они обмениваются образами. Они не обсуждают предложения, они обсуждают красивые лица, знаменитостей и рекламу. Постман также анализирует, как эта культура развлечений трансформирует само понятие информированности. Вместо того, чтобы предоставлять содержательную информацию, телевидение часто предлагает поверхностные сведения, создающие иллюзию знания и одновременно отдаляющие публику от подлинного понимания. Он пишет, что телевидение меняет само значение быть информированным, создавая то, что можно назвать дезинформацией. Не в смысле ложных данных, а информации, вводящей в заблуждение, вырванной из контекста, фрагментированной и поверхностной, создающий иллюзию знания, но на самом деле уводящий от истины. Опасность заключается в том, что рассматривая информацию как развлечение, мы теряем способность понимать, что значит быть по-настоящему информированными. Он уточняет, что не утверждает, будто телевизионные новости сознательно стремятся лишить людей понимания мира. Но когда информация подается в форме развлечения, такой результат становится неизбежным. Он добавляет, что культура может выжить в условиях дезинформации и ложных мнений, но еще не доказано, что она способна выжить, если измеряет мир в 22 минутах или если ценность информации определяется количеством смеха, которое она вызывает. Постман также подчеркивает связь между политикой и развлечением. В телевизионную эпоху политика превращается в шоу, где внешний вид кандидатов важнее их сути. Политика, ставшая разновидностью шоу-бизнеса, стремится не к истине, ясности или честности, а лишь к созданию впечатления, что они присутствуют. Он утверждает, что телевидение не позволяет постичь истинную природу политика, поскольку сосредотачивается на поверхностных аспектах– внешности и манере поведения. И тем самым искажает реальность, лишая возможности судить по таким критериям, как компетентность, опыт и политическое видение. Постман также критикует то, как телевидение представляет религию. Она подается, как и все остальное, исключительно в форме развлечения. Из нее удаляются ритуал, догма, традиция, теология и, прежде всего, ощущение духовной трансцендентности. После выхода книги, когда 1984 год уже прошел, американцы вздохнули с облегчением, что тоталитарный сценарий Джорджа Оруэлла не осуществился.
Однако Постман утверждал, что общество движется скорее к антиутопии, описанной Олдосом Хаксли в «О дивном новом мире», где развлечение становится доминирующей идеологией. В заключении Постман утверждает, что наибольшая угроза культуре не отсутствие информации, а полное принятие развлечения, ведущее к тихому интеллектуальному и культурному упадку. Люди не замечают этого упадка, потому что наслаждаются развлечениями, и потому культурная смерть кажется им незначительной. Его послание остается поразительно актуальным и сегодня. Если в его эпоху телевидение было главным двигателем упадка, то сегодня новые технологии лишь расширили наши возможности для отвлечения. И, возможно, мы уже живем в хакслианской антиутопии, даже не осознавая этого.